Как вы лечите свой кашель? Один из самых простых способов принять доступные антибиотики, так? Где мои таблетки? Национальный институт исследований в области здравоохранения Великобритании провел такое исследование. Взял 2000 человек, страдающих кашлем. Их поделили на две группы. Одним в качестве лекарства давали плацебо, иначе говоря, пустышку, а другие получали амоксициллин, известный антибиотик. Эксперимент длился неделю. Все люди были старше 60 лет. Как в первой, так и во второй группе пациенты не получили большего облегчения. То есть было доказано, что антибиотики не помогают при большинстве видов кашля. Кроме того, неразборчивое использование антибиотиков повышает риск побочных эффектов и появлению мультирезистентных бактерий. Наши бактерии привыкают к антибиотикам. Не умоляйте своего доктора об антибиотиках. Побалуйте себя дополнительным сном и изобилием здоровых флюидов. Включите увлажнитель воздуха на ночь. И еще к этому используйте метод борьбы с кашлем Тель-Авивского университета. Врачи взяли 300 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. Они сопровождались ночным кашлем и продолжительной болезнью. Дети испытывали облегчение симптомов и улучшение сна, получая всего лишь 1 чайную ложку меда за 30 минут до сна. Мед может быть эффективным и безопасным методом лечения кашля. Помните, однако, его никогда не следует давать детям до 1 года, иначе есть риск развития ботулизма. Хочется прибавить к словам мудрого Соломона: «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей». Мед, который помогает излечить в том числе кашель.